Привет, друзья! Дядя в деле. Наш проект санузла подходит к финишу. И сегодня мы делаем фельдспуц, структурную зернистую штукатурку. Но перед нанесением жесткая подготовка. Обклеиваем малярным скотчем двери и два окна в постирочной нише, где будут стоять стиралка и сушилка. Защита поверхностей превыше всего. Работать сегодня будем топовым материалом. Это известково-цементная штукатурка Maxit Multi 270S. Отличная вещь для финишных работ в санузлах. Погнали! Начинаем наносить штукатурку на первую стену. Это квадрат над раковиной и инсталляцией унитаза. Обратите внимание, я наношу фельдспуц обычным малярным шпателем на 35 см. Использую одноручный шпатель для подбора. Большинство работают гладилками, но мой лайфхак со шпателем дает идеально равномерный слой. Этой штукатурке нужно примерно 10-15 минут, чтобы она впиталась в стены и слегка подостыла перед затиркой. Чтобы не терять время, пока стена сохнет, я сразу переключаюсь на оконные откосы. Ювелирная работа выводим в плоскость. Прошло фиксированное время. Стена над инсталляцией подсохла и стала матовой. Пора замывать ее губкой. Смотрите, как от круговых движений терки начинает проявляться та самая красивая зернистая структура. Не нужно прикладывать усилия. Делаем это круговыми движениями, слегка нажимая на губку. Важный профи-лайфхак. Время высыхания всегда зависит от температуры в помещении. Если на дворе лето, штукатурка сохнет моментально.
Тереть надо сразу и увлажнять водой. В нашем случае в комнате около 16-17 градусов, поэтому спокойно ждем свои 10-15 минут. Вся точная инструкция, кстати, всегда написана прямо на мешке. Будьте внимательны. Для замывки я использую специальное строительное ведро с роликами. Очень удобно быстро промывать и отжимать губку до нужной кондиции. Переходим к следующему отрезку. Это зона будущей душевой. Работы здесь много, поэтому показываю весь процесс с разных ракурсов. Где-то приходится тянуться со стремянки, где-то дорабатывать с полом. Наношу наш фильтр-спут плотным равномерным слоем до высоты будущей гидроизоляции. А пока душевая зона подсыхает, я возвращаюсь к нашему оконному откосу. Беру губку и слегка пробегаюсь по нему еще раз, чтобы освежить и довести плоскость до идеала. После того, как мы замыли откос, наша душевая зона дошла до нужной кондиции. Возвращаюсь к ней и начинаю активно замывать губкой весь этот отрезок душевой. Выводим четкую зернистую структуру. А вот теперь важная фишка. Смотрите внимательно. Я беру кисточку и аккуратно репетирую, то есть дорабатываю все внутренние углы на откосе. Губка туда идеально не залезет, а кисть делает угол четким и аккуратным. Настоящий немецкий стандарт. Переходим к четвертой зоне. Это проем входной двери. Здесь у нас смонтирован потолочный короб из гипсокартона, который закрывает трубы. Тщательно затягиваем весь этот короб и плоскость над дверью нашим материалом фильтр-спут.
Переходим к самой большой стене в санузле. Это стена с окном, где мы до этого вводили откосы. Стена массивная, поэтому разбиваем ее на два этапа. Наношу штукатурку на первую половину, задаю равномерный слой нашим 35 сантиметровым шпателем. Материал у двери подостыл, пора затирать. Возвращаюсь туда и быстро замываю губкой дверной элемент и весь потолочный короб. Структура ложится идеально, переходов не видно. Раствор подошел к концу, так что делаем быстрый свежий замес штукатурки. Показываю вам видео с разных ракурсов и сразу же продолжаю закрывать оставшуюся большую площадь нашей стены у окна. Сразу же переключаюсь обратно на стену с окном. Быстро замываю губкой первую готовую часть стены, пока она не пересохла, чтобы вывести единую красивую структуру. И добиваю шпателем вторую половину этой стены, чтобы стена смотрелась одним монолитом и не было перехода. Ну что, друзья, финал. Огромная стена вокруг окна полностью замыта. Углы выведены и наш фельдспуц лег идеально. Санузел готов к финишу. На этом моя часть работы пока закончена. Дальше заходит моя команда. Один коллега покрасит стены, а второй положит плитку. Почему плитку делаю не я? Все просто, пацаны. Ухожу на вынужденный перерыв на 1,5 месяца из-за операции. Нужно подлечить здоровье и восстановиться. Но этот объект я не бросаю. Как только встану на ноги, я лично вернусь сюда на самую сочную ювелирную работу. Буду устанавливать чистовую сантехнику, смесители, раковину, тумбу, стиралку и монтировать душевое стекло. А контент будет огненный. Так что прямо сейчас подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить финал этой ванны. Спасибо за поддержку, берегите здоровье. Дядя скоро вернется в дело. Всем пока.